Привет, мои хорошие! С вами Ольга и канал Рукодельное счастье. И сегодня мы будем с вами вязать мотив бабушкиного квадрата. Сейчас на просторах интернета есть очень-очень много разнообразных схем. Очень красивых схем. И мне одна из схем понравилась. И я решила с вами поделиться, как вязать такой мотив бабушкиного квадрата. Всем вам наверняка известно, что бабушкин квадрат это можно сделать как прихватки, связать как прихватки на кухню, и заканчивая шикарнейшими кардиганами, пледами, покрывалами и даже скатерти на стол. Так что я буду очень-очень рада, если вам пригодится вот этот мотив. И начинаем мы свое вязание с 6 воздушных петель. Мы вяжем 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Этих 6 воздушных петель мы замыкаем с вами в кольцо. Замыкаем в кольцо соединительным столбиком. Так, мне немножечко неудобно держать. Вот так. Далее мы вяжем 3 воздушные петли подъема. Провязали. И дальше, вот в это колечко, которое у нас получилось, мы должны с вами провязать 15 столбиков с одним накидом. Делаем накид и внутрь кольца мы вводим крючок, захватываем, вытягиваем, провязываем вначале накид и затем провязываем 2 петли на крючке. У нас получился 1 столбик с одним накидом. И еще нам осталось связать 14 столбиков с одним накидом. Вяжем. И 15 столбик с одним накидом. И прикрепляемся мы соединительным столбиком к верхней 3 воздушной петли подъема предыдущего ряда. Этого точнее ряда. Вот так прикрепились. Далее мы вяжем с вами 3 воздушных петли подъема. Затем мы вяжем еще 2 воздушные петли. И затем мы делаем накид. И над каждым столбиком предыдущего ряда мы будем провязывать точно так же 1 столбик с одним накидом. Единственное, что мы между столбиками будем провязывать по 2 воздушные петли. Делаем 1 столбик, затем 2 воздушные петли, и на следующем столбиком мы точно так же провязываем с вами столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. И так мы с вами вяжем до конца этого ряда. Встретимся уже в конце ряда. Провязали последний столбик, делаем 2 воздушные петли и мы с вами прикрепляемся в 3 воздушную петлю подъема. 1, 2, 3. В 3 прикрепляемся соединительным столбиком. Так, что-то я упустила.
Ниточка тоненькая. Вот так прикрепились. Разровняли немножечко наш кружочек, который у нас получился. Так. И будем вязать дальше. Так, и будем вязать дальше. Мы вяжем 3 воздушные петли подъема. 3. И теперь мы будем с вами провязывать в каждое окошко из 2 воздушных петель. Мы с вами будем провязывать по 3 столбика с одним накидом. Здесь мы провязали 3 воздушные петли подъема. Это у нас как первый столбик с одним накидом. Получается, значит, мы еще провязываем 2 столбика с одним накидом. Затем мы делаем 1 воздушную петлю. И в следующее окошко мы с вами провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 1 воздушную петлю делаем после 3 столбиков. И вновь в следующее окошко мы точно так же провязываем 3 столбика с одним накидом. И так мы вяжем с вами до конца этого ряда. Не забывая, что между группками из 3 столбиков у нас будет воздушная петля. Так, вот мы довязали до последнего, или я довязала до последнего окошка. Сюда же провязываю 3 столбика с одним накидом. Три столбика с одним накидом, делаю 1 воздушную петлю и присоединяюсь в 3-ю воздушную петлю подъема соединительным столбиком. Вот так. Так, и затем что мы делаем? Так, дальше нам нужно соединительными столбиками перебраться к 3-му столбику с накидом из этой первой группы. Вот он, первый, это воздушные петли, второй и 3-й. И вот к нему мы будем перебираться соединительными столбиками. Вот так. Все, перебрались. И затем мы с вами что делаем? Мы с вами прикрепляемся вот сюда, где был у нас в предыдущем ряду, был у нас 1 воздушный столбик между группками, да? Мы сюда провязываем 1 столбик без накида. Провязали. Далее мы с вами вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Провязали. Затем, пропуская вот эту группку, мы обратно провязываем столбик без накида. Провязали. Затем мы с вами провязываем 6 воздушных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали и прикрепляемся мы с вами
опять же, там, где у нас была воздушная петля в предыдущем ряду. Пропуская 3 столбика с одним накидом, мы прикрепляемся одним столбиком без накида. Затем мы снова с вами вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вновь пропускаем 3 столбика. И в этом промежутке мы провязываем столбик с одним накидом. Ой, извините, столбик без накида. Затем вновь мы провязываем 3 воздушные петли. И вновь мы, пропуская 3 столбика, в промежутке мы провязываем столбик без накида. Вновь делаем 3 воздушные петли. И прикрепляемся столбиком без накида. Сейчас мы вновь делаем уголочек. Это значит, мы провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем 3 столбика и провязываем 1 столбик без накида. Прикрепляемся, как я говорю. Вновь вяжем 3 воздушные петли. Пропускаем 3 столбика и в этот промежуток мы провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные петли. Опять пропускаем. И провязываем столбик без накида. И последний раз мы вяжем 3 воздушные петли. Пропускаем 3 столбика. И прикрепляемся столбиком без накида. И сейчас мы с вами вновь провязываем уголочек. То есть 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. И вновь, пропуская 3, мы провязываем столбик. Столбик без накида. И у нас получается вот таким образом мы с вами будем делать уголочки. 4 уголочка у нас получится. Вот видите, уже видно, что вырисовывается наша картинка. Сейчас мы с вами провяжем последнюю группку. Мы уже вот провязали 1, 2, 3. И вновь мы провязываем 3 воздушных петельки. Столбик без накида. Вновь 3 воздушных петельки. Столбик без накида. И вновь последний раз 3 воздушных петли. И провязываем столбик без накида. И сейчас мы с вами будем делать последний уголочек. Мы провязываем 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Прикрепляемся столбиком без накида. Провязываем 1, 2, 3 воздушные петли. Здесь у нас между последним и первыми группками была воздушная петля. И мы вот в эту петлю мы прикрепляемся столбиком без накида. Затем мы с вами провязываем 3 воздушные петли.
И прикрепляемся мы с вами уже вот здесь мы когда с вами провязывали первые 3 воздушные петли, мы перед ними мы провязывали столбик с накидом, так что мы сюда же и прикрепляемся соединительным столбиком. Так. Что-то у меня соскальзывает. Ниточка тоненькая. И вот уже не могу никак попасть. Попало все. Все, прикрепились. Далее что мы делаем? А далее мы начинаем с вами вязать последний заключительный ряд нашего бабушкиного квадрата. Прикрепились. И теперь мы с вами в первую арочку из 3 воздушных петель мы с вами провязываем. Мы вначале перейдем именно под арочку, чтобы нам было удобно. Мы перейдем соединительным столбиком. И мы с вами провязываем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И далее мы провязываем еще 2 воздушные петли. Ой, 2 столбика с одним накидом. Не так сказала, прошу извинить. 2 столбика с одним накидом. Далее мы провязываем с вами в уголочек, который мы с вами вязали, где 6 воздушных петелек. Именно этот уголочек мы с вами провязываем 5 столбиков с одним накидом. Два. 3. 4. 5. Провязали. Делаем 2 воздушные петли. И вновь сюда же мы провязываем еще 5 столбиков с одним накидом. Два. 3. 4. И 5 столбик. Вот что у нас получается в результате. Уголочек такой. Далее мы с вами вяжем под арочку из 3 воздушных петель, под первую арочку, под вторую арочку и под третью арочку мы с вами будем провязывать по 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Теперь в следующую арочку 1, 2, 3. И в арочку перед уголком мы также провязываем 3 столбика с одним накидом.
провязали. И вот мы с вами вновь дошли до уголочка, где у нас провязано 6 воздушных петель. И сюда мы заново провязываем 5 столбиков с одним накидом. Два, три, 4, 5. 2 воздушные петли. И вновь провязываем 5 столбиков с одним накидом. Один, два, три, 4, 5. Провязали. И здесь заново мы повторяем. Под каждую арочку из 3 воздушных мы будем провязывать по 3 столбика с одним накидом. Когда дойдем до уголка, мы вновь провяжем 5 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли и вновь 5 столбиков с одним накидом. И точно так же мы провяжем в этом уголочке. В арочках у нас будет по 3 столбика с одним накидом. И вот я связала уже до конца весь мотив. Все как рассказывала вам. Везде в уголках у нас по 5 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли, 5 столбиков с одним накидом. Дальше в арочках у нас по 3 столбика с одним накидом в каждой арочке. Так, затем мы дошли до уголочков, провязали комбинацию из 5 столбиков с одним накидом, 2 воздушные, 5 столбиков с одним накидом. Затем в конце обратно в арочку мы провязали 3 столбика с одним накидом. И в последнюю арочку мы также провязали 3 столбика с одним накидом и прикрепились к 3 воздушной петле подъема начала ряда. Где мы начинали ряд с 3 воздушных петель подъема, мы прикрепились. И все. Наш мотив готов. Я вязала из тоненьких, очень тоненьких ниток. Это пряжа Дарси. И вязала я крючком номер 2. Поэтому у меня мотив получился так. Крючок у меня номер 2. Поэтому мотив у меня получился маленький. Вы же, если будете вязать из более плотной, более толстой пряжи, соответственно, у вас мотив будет увеличиваться в размере. Поэтому вот такой красивый мотивчик. Возьмите его себе на заметочку. Его можно использовать в различных изделиях. С помощью таких мотивчиков, если их навязать, скажем так, не один десяток, то можно связать и жакет, и кардиган, и какую-то скатерть, либо красивое покрывало, либо плед. Все зависит от той пряжи, из которой вы будете вязать свои мотивы. У меня это хлопковая пряжа, тоненькая пряжа, поэтому мотивчик у меня получился небольшой. Вяжите с удовольствием.